Одной из самых красивейших женщин Османской империи считается Айша Хафса, наложница султана Селима Грозного и мать султана Сулеймана Великолепного. Она родилась приблизительно в 1478 году и, скорее всего, была европейкой или черкешенкой. Долгое время она считалась дочерью крымского хана Менгли-Герая, но это не так. В 1511 году Селим действительно женился на дочери крымского хана по имени Айше, и именно из-за одинакового имени Айше возникла историческая путаница. В это время Селим был в сложной ситуации. Он открыто пошел походом против своего отца султана Баязида и одержал тяжелое поражение на поле боя. Селиму пришлось бежать в Крымское ханство, где он планировал переждать трудное время и вновь начать борьбу за османский трон. Он получил поддержку крымского хана Менгли-Герая и его дочь в жены. Айша Хафса попала в гарем Селиму приблизительно в 14-15 лет в качестве рабыни. Этот факт подтверждает то, что в гаремных документах отцом Хафсы записан Абдюлмуин. Это имя и другие похожие имена вносились в гаремные книги в качестве имен отцов всех наложниц, которые принимали ислам. Будущий султан Селим был в это время Санджакбеем в Трабзоне. Благодаря своему уму и красоте Хафса надолго покорила его сердце. От их союза родился будущий султан Сулейман I и 4 дочери – Хатидже, Фатьма, Шах и Бейхан. Согласно турецкой традиции, все шахзаде должны были работать губернаторами провинции в рамках своего обучения управлению страной. Начиная с 1508 года Хафса сопровождала сына, когда он последовательно занимал посты Санджакбея, Шибин-Карахисара и Балу. В 1509 году Сулейман был направлен дедом султаном Баязидом в Крым на пост губернатора Кафе, и Хафса также отправилась с ним. Селим был жестоким человеком. Восхождение его на османский престол сопровождалось чередой политических интриг и военных операций. Его отец, султан Баязид, в 1512 году под воздействием янычар сам отрекся от престола, но это не спасло ему жизнь. Он был убит через месяц после отречения. Став султаном, Селим, следуя закону Фатиха, казнил всех своих братьев и племянников. За это он получил прозвище Явуз, что в переводе с турецкого означало «злой» или «свирепый». Хафса, теперь одна из наложниц султана, ненадолго прибыла в Стамбул, после чего вместе с сыном была отправлена в Манису, где Сулейман стал Санджакбеем. Хафса была ближайшим советчиком Сулейману и составляла ему постоянную компанию. Именно по ее совету Сулейман тщательно скрывал перед отцом свои притязания на султанский трон. И, скорее всего, это спасло его от возможной казни. За несколько лет до смерти султан Селим проверил лояльность своих сыновей, выразив желание уйти из султаната, и спросил, кто из них стремится править империей. Все братья Сулеймана ответили утвердительно, а Сулейман, руководствуясь советами матери, отказался от этой возможности, сказав, что он раб своего отца. Он заявил, что даже после смерти отца принятие на себя такой ответственности причинит ему большие страдания. Вскоре 3 брата Сулеймана были казнены в один день, а Сулейман стал официальным наследником престола. Когда Селим скончался в 1520 году, а Сулейман стал новым султаном, Хафса переехала в столицу Османской империи. В Стамбуле она поселилась в Старом дворце, где возглавила гарем сына. Старый дворец находился на расстоянии 2 километра от дворца Топкапы. Между дворцами постоянно происходило движение слуг, евнухов и наложниц. Султан Сулейман часто оставался ночевать в Старом дворце, или наложниц привозили на ночь во дворец Топкапы. В 1520 году султан Сулейман отправил Хафсу султан в Трабзон с государственной миссией. Ей была поручена организация новой административной единицы Трабзонский эялет. Отсюда Хафса отправила сыну несколько писем, которые сохранились в дворцовом архиве. Хафса султан имела большое влияние на сына султана, но не злоупотребляла им и выполняла лишь административную функцию во дворце, до конца своей жизни пытаясь помешать Хюррем получить единоличное влияние над Сулейманом и подавить соперничество между Хюррем и Махидевран.
В архивах сохранилось много писем Хафсы султану. Она подписывала их именем Валиде Султан. Среди них есть письмо, где она просит сына помочь вдове египетского наместника Хаирбея покинуть Египет. Со своей стороны она планировала покрыть расходы за переправку вдовы из Египта и взять ее под свое покровительство в Стамбуле. В другом письме Хафса просит султана позаботиться о его двоюродных сестрах Айше и Фатьме, дочерях Шахзаде Алемшаха, которые стали круглыми сиротами после смерти матери. Историки, исследовавшие письма Хафсы, пришли к выводу, что она была сострадательной и доброжелательной женщиной. Сулейман испытывал глубокую привязанность к своей матери, что подчеркивается в отчете венецианского посла за 1526 год, описывающем ее как очень красивую 48-летнюю женщину, которой султан питает большое почтение и любовь. После триумфа Османской империи в битве при Мохаче в 1526 году Сулейман позаботился о том, чтобы лично сообщить своей матери о победе письмом, подчеркнув его тесную связь и почтение, которое он к ней питал. Как и многие матери султанов, Хафса занималась благотворительностью. Она построила гостиницу на пути из Стамбула в Эдирне, вблизи которой позднее расцвел город Хафса, мечеть Перкане, мечеть и хамам Мармарисе, медресе и имарет Трабзоне. Наибольший ее вклад остался в Манисе. Здесь ею был построен комплекс, в который входили мечеть, медресе, обитель дервишей и столовая. Позже Сулейман расширил его, включив в него больницу и хамам. С именем Хафсы Султан связан фестиваль, который проходит ежегодно в Манисе. Согласно легенде, когда Хафса пребывала в Манисе, она заболела. В постели больной был вызван главный лекарь султанского двора, который создал лечебную мазь из 41 сорта трав, исцелившую Хафсу. Мать султана пожелала, чтобы мазь раздали всем желающим. Позднее раздача мази была превращена в фестиваль, который проходит ежегодно в праздник Навруз. Ближайшей советчицей и помощницей в делах Хафсы Султан была Кира по имени Стронгила. Эта деловая женщина еврейского происхождения была влиятельной фавориткой при османском дворе и имела свою комнату в гареме. Она выполняла роль посредника, снабжая женщин гарема предметами роскоши, лекарствами, передавала письма и даже проводила встречи с иностранными послами от имени Валиде Султан. После смерти Хафсы Стронгила продолжила свою деятельность и стала доверенным лицом Хюррем. По просьбе матери султан Сулейман предоставил Стронгиле и ее потомкам право на свободу от любых налогов, которое действовало до 1867 года. Хафса Султан скончалась 19 марта 1534 года в возрасте 56 лет, предположительно от инсульта. Она была похоронена в саду мечети султана Селима Явуза. Позднее, по приказу Сулеймана, над могилой его матери был воздвигнут мавзолей. В этом мавзолее также похоронена ее дочь Шах-Султан. Вот такой была судьба матери самого известного султана Османской империи. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного.